Ay fena kızdırmışsın. Allah yardımcın olsun. Merak etme barışır. Ne zaman kabul etti ki hatasını zaten? O bana kıyamaz. Sen de kimsin? Sen öyle san. Yaklaşın, çok uzaksınız. İyiyim böyle oğlum. Sen Miran'a dua et. Ediyorum zaten. Hem de her gün. Bir tek doğru vardır. Sen kalbinin sesini dinleyeceksin. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Будет ли Дилан обижен на Берана? Как Беран заставит Дилана простить себя? Как пройдет гнев Дилана на Берана? Узнает ли госпожа Азади, что произошло между Бараном и Диланом? Почему Дилан хочет дать Берану пощечину? Поймет ли Миран напряжение между его матерью и отцом? Сможет ли Беран помириться с Диланом так легко, как он ожидал? Смогут ли Беран и Дилан помириться благодаря Мирану? Наймет ли Дилан Толгу? Сможет ли Баран избавиться от своего предубеждения относительно Толги? Сойдутся ли Акиф и Берфин снова? Сможет ли Берфин рассказать все, что он пережил, и избавить себя от этого бремени? Смогут ли госпожа Айхан и господин Кудрет что-то сделать для Акифа и Берфина? Как поступит Джейда Азади после подхода госпожи Азади? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Дилан простил Барана и снова прожил счастливые и бесконфликтные моменты, принял совместное решение относительно Толги в соответствии с их мнением, и не дал Акифу и Берфину разочароваться друг в друге, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Дилан расстроится на Берана за его отношение к мистеру Толги, ведь он был очень груб и не заботился о ее мнении. После того, как господин Толга уйдет, они начнут спорить по этому поводу, и Дилан скажет, что он был очень обиден и что его поведение по отношению к Гану Толги было совсем нехорошим. Даже несмотря на то, что Беран говорит, что я выразил лишь свое собственное мнение, Дилан рассердится и скажет, что, по его мнению, это неправильно и что ему следовало прислушаться к моим идеям. Поскольку Беран до сих пор не до конца понимает, что Дилан очень зол, он ведет себя так, как будто в этом нет ничего страшного, что приведет к еще более спорному моменту. Дилан будет вести себя вежливо по отношению к Берану и скажет и покажет, что она очень на него расстроена. Хоть Беран и пытается последовать за Дилан и смягчить ее, какое-то время это не сработает. Сердце Дилана все равно не выдержит долго оставаться разбитым, но на этот раз он заставит Берана следовать за ним, чтобы тот мог понять, что он делает. Пока они идут на кухню и продолжают там обсуждать, госпожа Азади услышит их голоса и подойдет к ним. Понимая, насколько Дилан была такой спокойной девушкой, госпожа Азади спрашивает Баран: «Ты очень разозлил даму, как ты заставишь ее простить себя?» Беран же недооценивает Дилана, говоря, что не будет на него злиться и сможет за короткое время завоевать ее сердце. Когда Дилан выйдет из кухни и зайдет в свою комнату, он разозлится, что Баран до сих пор не признает, что он не сделал ничего плохого, и попытается дать пощечину Барану, который молча идет за ним, думая, что он кто-то другой. Беран ловит ее руку в воздухе и блокирует ее, и Дилан будет удивлена, потому что она не осознавала, что это был Беран. Они по-прежнему будут сурово смотреть друг на друга, а Дилан продолжит сохранять свое отношение. Когда Миран приходит навестить своих родителей, он понимает, что они нервничают, и попытается сгладить ситуацию, заставив их сесть рядом под предлогом того, что нарисует их изображение и попросит их подойти ближе, когда они держатся на расстоянии. Пока Дилан не реагирует на Барана, чтобы Миран не расстроился, Баран воспользуется этой возможностью и попытается приблизиться, взяв Дилана за руку и обняв его. Когда Беран поймет, что Дилан не смягчился, несмотря на то, что был так близок, он начнет думать, что на этот раз ему будет трудно залечить разбитое сердце Дилана. Дилан, которая злится больше, чем она ожидала, продолжит злиться на то, что Баран поступил так бездумно и эгоистично, и что он не признал, что сделал это, потому что завидовал ей. Несмотря на то, что Миран ослабляет напряжение между ними, Дилан не захочет немедленно заключать мир. Беран же в любой момент будет попытать счастье и постарается дать Дилану почувствовать, что он не может жить без меня.
Дилан снова встречается с Толгой и просит его подготовить документы для трудоустройства. Кажется, что Бэрон снова разозлится, когда услышит это, и с Диланом начнется еще один спор. После этого они сядут вместе и примут решение по этому вопросу. Дилан уговорит нас нанять его на время, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как он справится с делами в этот период, а если нам это не понравится, мы сможем его уволить. Таким образом, Баран еще немного смягчится и оговорит, что Толга должен вместе решать связанные с ним вопросы. Но я думаю, что Баран не сможет в этом процессе избавиться от своего предубеждения по отношению к Толге. Потому что спокойное отношение Толги к Дилану будет его беспокоить и вызывать усиление его ревности. Когда он станет свидетелем разговора Акифа Берфина с его матерью, он пойдет к ней и попросит сказать правду. Берфин будет колебаться, но вспомнит совет дяди Ахмета и выберет Акифа. Хоть он и хочет рассказать ему все, что произошло, и избавиться от этого, он не расскажет ему все сразу. Но он объяснит, что причиной расставания с ней стала его мать и что он до сих пор ее очень любит. Поскольку госпожа Айхан очень расстроена ситуацией Акифа и Берфина, она захочет излить свою душу Гану Кудрету и поговорить о том, что мы можем для них сделать. Господин Кудрет успокоит Гэжу Айхан, сказав: «Позвольте мне встретиться с девушкой из Берфина, давайте выясним, в чем настоящий секрет, и проложим соответствующий путь». Госпожа Айхан почувствует большое облегчение после этого разговора и не станет упоминать об этом разговоре Акифу, когда вернется домой. Потому что они договорятся с господином Кудретом, что это останется между ними. У Джейды было отличное настроение, когда она услышала новость о ребенке, но люди в особняке будут винить ее в невежестве и думать, что это потому, что у нее родился ребенок, о котором спустя долгое время говорят, что он невозможен. Госпожа Азади подарила Джейде ее первого ребенка и дала несколько советов, сказав, что поскольку теперь вы станете матерью, вам следует вести себя лучше. Однако Джейду больше интересовало золото, которое она носила, чем этот разговор и детский жилет, который она ему подарила. Он сделал вид, что слушает госпожу Азади, и высокомерно посмотрел на нее, чтобы это закончилось как можно скорее. Госпожа Азади выполнила свою часть работы и рассказала ей, что было необходимо. В конечном итоге, отныне это будет собственное решение Джейды. Итак, уволит ли Бэрон Толгу без ведома Дилана? Толга присоединился к сериалу, чтобы творить зло. Будут ли Дилан и Бэрон еще больше спорить из-за этой проблемы? Выберет ли Берфин Аки в своей семье? Сможет ли Джейда последовать совету Гэжи Азади? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.